Здравствуйте, дорогие любители вязания! Посмотрите, какую красивую красоту я вам сегодня приготовила. Шикарный рельефный узор. И, как вы догадались, по лежащей книге у меня на столе, это узор из знаменитой книги японского дизайнера Хитоми Шида «250 японских узоров для вязания на спицах». У этого автора есть еще книга «260 узоров». И у нас очень много мастер-классов по вязанию узоров из обеих этих книг. И наша коллекция постоянно пополняется. Мы очень уже много связали узоров. И вот сейчас будем вязать еще один узор. Это узор номер 123. Вот как он выглядит в книге. Так вот давайте положим. Вот схема узора. Я быстренько пробегусь по этой схеме. Я говорю это каждый раз, когда мы вяжем узоры по японским схемам, по любым японским схемам. Не обязательно из книг Хитоми Шида. На японских схемах все петли показаны так, как они выглядят на лицевой стороне. Вот. И поэтому эти схемы удобны для вязания по кругу. Мы вяжем, читая ряды справа налево, все ряды, и по кругу вяжем, повторяя раппорт узора. А при поворотном вязании внизу каждой схемы написано, что обозначает пустая клеточка. В данном случае это изнаночная петля на лицевой стороне, а на изнаночную сторону, когда мы поворачиваем работу, мы будем вязать ее лицевой петлей. И наоборот, если у нас на изнаночной стороне показана лицевая петля на схеме, то мы будем ее вязать изнаночной петлей. Сам по себе узор несложный, нужно не запутаться только в переплетениях, в какую сторону нужно перекрещивать петли, в правую или в левую. И для тех, кто вяжет с нами первый раз, для тех, кто не знаком с японскими схемами, вот сейчас я покажу, как вязать вот эти условные обозначения. Вот они у японцев такие все замысловатые, хотя по сути сложного тут ничего и нет, когда разберешься. Раппорт узора составляет 20 петель в ширину и 20 рядов в высоту. Но узор состоит из двух элементов, и вот эти 20 рядов – это раппорт узора с веточками. Вот эти веточки с шишечками, они повторяются через каждые 20 рядов. А раппорт вот этой вот интересной косички повторяется через каждые 8 рядов. Поэтому, когда мы провяжем 20 рядов по этой схеме, дальше у нас идет уже несоответствие, если мы начнем с первого ряда. С первого ряда после 20 рядов начинается вязание только вот этого элемента. А вот этот элемент будет повторяться через каждые 8 рядов. Я об этом говорю так подробно, потому что возникают вопросы, которые вы мне пишете в комментариях. Я вяжу и вот провязала раппорт, а дальше у меня уже ничего не получается. А не получается, потому что вы забыли, что раппорты разные. Кстати, я схему обрабатываю и выставляю схему, где я раппорт каждого элемента выделяю по отдельности. Обращайте на это внимание. Набираем на спицу 22 петли вместе с кромочными. Первую кромочную я снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной. И прежде чем начать узор, я рекомендую провязать один изнаночный ряд, будем считать его нулевым рядом или установочным. Он не будет входить в раппорт узора, но с ним легче будет начинать вязать узор, потому что в первом ряду у нас сразу начинается перекрещивание петель и вывязывание шишечки. И при подготовительном ряде это будет легче. Итак, сразу после кромочной вяжем 2 лицевых, 3 изнаночных, 5 лицевых, 2 изнаночных, 4 лицевых, 4 изнаночных,
вяжем первый лицевой ряд. Сразу после кромочной 4 петли перекрещиваем в правую сторону. 2 петли оставляем на дополнительной спице за работой, либо меняем петли местами, вот как я сейчас поменяла. Провязываем 2 лицевых, петли, оставленные за работой, тоже вяжем лицевыми. Далее будет 4 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных. И вот на следующей петле мы вывязываем шишечку. Вводим крючок в петлю на левой спице. И можем ее сразу снять с левой спицы. И петлю вытягиваем вот такую вот длинную, как будто мы провязали 2 воздушные петли крючком. Далее делаем накид. Мы провязали полустолбик с накидом. Делаем еще таких 2 полустолбика. Петля, накид, второй, петля, накид, третий. И еще раз вытягиваем воздушную петлю. У нас на крючке получилось 7 петель. Через эти 7 петель мы протягиваем рабочую нить. И теперь получившуюся шишечку нам нужно закрепить. Рабочая нить у нас за крючком. Вводим крючок вот в эту изнаночную петлю. Вот таким образом. Вот у нас на крючке получилось 2 петли. И протягиваем рабочую нить через эти 2 петли. И получившуюся петлю мы возвращаем на правую спицу. Вот так получили красивую закрепленную шишечку. Далее у нас будет 2 изнаночных. Затем 3 петельки мы перекрещиваем в левую сторону. 2 петли оставляем на дополнительной спице перед работой. Или меняем петли местами, я без дополнительной спицы вяжу. Провязываем 1 изнаночную и петли с дополнительной спицы вяжем лицевыми скрещенными. Лицевую петлю я простую вот так вяжу, а лицевую скрещенную подхватываю петлю сзади, разворачиваю петлю и провязываю лицевой. И второй раз лицевая скрещенная. И 2 изнаночных у нас будет в конце ряда. Вот такой у нас первый лицевой ряд. Во втором изнаночном ряду мы петли вяжем по рисунку. Только вот в элементе шишечками, веточки шишечками, вот где мы вязали лицевые скрещенные петли, мы будем вязать их изнаночными скрещенными. А петлю от шишечки мы будем вязать простой изнаночной петлей. А в этом элементе петли у нас будут вязаться в изнаночных рядах по рисунку. По рисунку это значит, мы будем вязать петли так, как они перед нами лежат. Лицевые петли вяжем лицевыми, изнаночные изнаночными. Я провяжу с вами пару изнаночных рядов, и вы поймете принцип вязания их, и дальше вы будете вязать их самостоятельно. Итак, второй изнаночный ряд. Провязываем 2 лицевых. Вот у нас 2 петельки, которые мы вязали лицевыми скрещенными. Мы вяжем их изнаночными скрещенными. Я бы изнаночную петлю провязала сейчас вот так, а изнаночную скрещенную подхватываем петлю сзади и провязываем ее изнаночной. И вторую точно так же. 2 изнаночных скрещенных. Дальше петли по рисунку идут. 3 лицевых. Петля от шишечки, вот у нас шишечка, мы провязываем ее изнаночной петлей. Далее будет 2 лицевых, это у нас закончился элемент веточки, и уже в следующем элементе мы вяжем петли по рисунку. 2 изнаночных, 4 лицевых и 4 изнаночных. Третий лицевой ряд, 4 лицевых, 2 изнаночных, 4 петли перекрещиваем в правую сторону. Оставляем 2 петли, вот 2 изнаночных оставляем на дополнительные спицы за работой.
Провязываем 2 лицевые, петли, оставленные за работой, вяжем изнаночными. Далее у нас будет 2 изнаночных, лицевая скрещенная, 3 изнаночных, 2 петли перекрещиваем в левую сторону, одну оставляем на дополнительной спице перед работой, провязываем изнаночную петлю, петлю, оставленную перед работой, вяжем лицевой скрещенной и 2 изнаночных в конце ряда. Четвертый изнаночный ряд. Провязываем 2 лицевых, изнаночная скрещенная. Не забываем, что в этом элементе узора мы вяжем изнаночные петли изнаночными скрещенными. Далее будет 4 лицевых, изнаночная скрещенная, 4 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых и 4 изнаночных. Во второй половине узора петли вяжем по рисунку в изнаночных рядах. Пятый лицевой ряд. Сразу после кромочной провязываем 4 петли, перекрещивая их вправо. 2 петли оставляем за работой на дополнительной спице. Вяжем 2 лицевые, петли, оставленные за работой, тоже вяжем лицевыми. И следующие 4 петли мы тоже перекрещиваем в правую сторону. Мне удобнее здесь взять дополнительную спицу. 2 петли оставляем на дополнительной спице за работой, вяжем 2 лицевые и петли с дополнительной спицы мы тоже вяжем лицевыми. Далее у нас будет 4 изнаночных, 2 петли перекрещиваем в левую сторону, одну оставляем на дополнительной спице перед работой, провязываем изнаночную петлю, петлю, оставленную перед работой, вяжем лицевой скрещенной. Далее будет 2 изнаночных и 2 петли перекрещиваем в правую сторону, одну петлю оставляем на дополнительной спице за работой, провязываем лицевую скрещенную, петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. И 2 изнаночных у нас будут в конце ряда. И давайте изнаночные ряды будем вязать самостоятельно. В 6-м изнаночном ряду петли, где мы вязали вот лицевая скрещенная и вот лицевая скрещенная, мы будем вязать их изнаночными скрещенными. В первой половине узора изнаночные петли вяжутся изнаночными скрещенными, вторая половина узора петли по рисунку. Давайте будем самостоятельно провязывать эти изнаночные ряды. Седьмой лицевой ряд. 2 лицевые, 4 петли перекрещиваем в правую сторону, 2 оставляем на дополнительной спице за работой, провязываем 2 лицевые, петли с дополнительной спицы вяжем изнаночными. Так вот. Далее 4 петли перекрещиваем в левую сторону, 2 петли оставляем на дополнительной спице перед работой, провязываем 2 изнаночных, петли, оставленные перед работой, вяжем лицевыми. Далее будет 3 изнаночных и вывязываем веточку. 2 петли перекрещиваем влево, 1 петля перед работой, провязываем изнаночную петлю, петлю, оставленную перед работой, вяжем лицевой скрещенной. И 2 петли перекрещиваем вправо, 1 петлю оставляем за работой, провязываем лицевую скрещенную, петлю, оставленную за работой, провязываем изнаночной. В конце ряда у нас 3 изнаночных. В 8-м изнаночном ряду мы
В первой половине узора изнаночные петли вяжем изнаночными скрещенными, вторая половина узора у нас петли вяжутся по рисунку. То есть у нас и в первой половине по рисунку, но здесь изнаночные петли вяжутся иначе. 9 лицевой ряд. 4 петли перекрещиваем в правую сторону. Оставляем 2 петли за работой. Провязываем 2 лицевые. Петли, оставленные за работой, тоже вяжем лицевыми. Далее будет 4 изнаночных, 2 лицевых, 3 изнаночных. Теперь 3 петли нужно перекрестить вправо. Оставляем 1 петлю на дополнительной спице за работой. Провязываем 2 лицевые скрещенные. Петля, оставленная за работой, вяжется изнаночной. И у нас будет 4 изнаночных до конца ряда. И в 10 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Не забываем, что в первой половине изнаночные петли мы вяжем изнаночными скрещенными. 11 лицевой ряд. 4 лицевых, 2 изнаночных, 4 петли перекрещиваем вправо, 2 петли оставляем на дополнительной спице за работой, провязываем 2 лицевых. Неудачно выбрала нитки, они у меня расслаиваются. И петли, оставленные за работой, мы провязываем изнаночными. Далее будет 2 изнаночных, 3 петли перекрещиваем в правую сторону, 1 петлю оставляем за работой, провязываем 2 лицевые скрещенные. Петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. Далее будет 2 изнаночных, и на следующей петле мы вывязываем шишечку. Я еще раз показываю. Вытягиваем довольно длинную петлю, делаем накид, 1 полустолбик с накидом, петля, накид, 2 полустолбик с накидом, петля, накид, 3 полустолбик с накидом, и еще раз вытягиваем петлю. На крючке 7 петель. Через них протягиваем рабочую нить и получившуюся шишечку закрепляем следующим образом. Рабочая нить за крючком, за работой. Вводим крючок в изнаночную петлю нижнего ряда и через 2 петли на крючке мы вяжем воздушную петлю. Получившуюся петлю возвращаем на правую спицу и получаем такую красивую шишечку. В конце ряда у нас будет 2 изнаночных. 12 изнаночный ряд я провяжу вместе с вами. 2 лицевых, петля от шишечки вяжется простой изнаночной петлей здесь, не изнаночной скрещенной. Далее будет 2 лицевых, 3 лицевых вернее, и следующие изнаночные петли мы вяжем изнаночными скрещенными. Вот 2 изнаночных скрещенных. И далее до конца ряда уже петли вяжутся по рисунку. Тринадцатый лицевой ряд. Сразу после кромочной мы 4 петли перекрещиваем в правую сторону. 2 оставляем за работой, вяжем 2 лицевые. Петли, оставленные за работой, тоже вяжем лицевыми. И следующие 4 петли мы перекрещиваем вправо. Также оставляем 2 петли за работой на дополнительной спице, провязываем 2 лицевые, и петли с дополнительной спицы мы здесь тоже вяжем лицевыми.
Затем у нас будет 4 изнаночных, 2 петли перекрещиваем в правую сторону, одну петлю оставляем за работой, провязываем лицевую скрещенную, петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. Далее будет 3 изнаночных, и следующую лицевую петлю вяжем лицевой скрещенной. В конце ряда 2 изнаночных. В 14 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Не забываем, что в первой половине узора изнаночные петли вяжем изнаночными скрещенными. 15 лицевой ряд, 2 лицевые, 4 петли перекрещиваем вправо, 2 оставляем на дополнительной спице за работой, провязываем 2 лицевые, петли, оставленные за работой, вяжем изнаночными. Далее 4 петли перекрещиваем в левую сторону, 2 петли оставляем перед работой, вяжем 2 изнаночных, и петли, оставленные перед работой, мы провязываем лицевыми. Затем у нас будет 2 изнаночных, 2 петли перекрещиваем в левую сторону, одну оставляем перед работой, вяжем изнаночную петлю, петлю, оставленную перед работой, вяжем лицевой. Далее будет 2 изнаночных и 2 петли перекрещиваем вправо, одну петлю оставляем за работой, провязываем лицевую скрещенную, петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. В конце ряда 2 изнаночных. В 16 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку, и не забываем в первой половине изнаночные петли провязывать изнаночными скрещенными. 17 лицевой ряд. Сразу после кромочной 4 петли перекрещиваем в правую сторону, 2 оставляем за работой, вяжем 2 лицевых, петли, оставленные за работой, тоже вяжем лицевыми. Далее будет 4 изнаночных, 2 лицевых, 3 изнаночных, 2 петли перекрещиваем в левую сторону, 1 петля остается перед работой, вяжем изнаночную петлю, петлю, оставленную перед работой, вяжем лицевой скрещенной. Далее перекрещиваем 2 петли в правую сторону, 1 петлю оставляем на дополнительной спице за работой, вяжем лицевую скрещенную, петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. И 3 изнаночных в конце ряда. В 18 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. В первой половине узора изнаночные петли вяжем изнаночными скрещенными. 19 лицевой ряд, 4 лицевых, 2 изнаночных, 4 петли перекрещиваем в правую сторону, 2 оставляем на дополнительной спице за работой, вяжем 2 лицевые, петли, оставленные за работой, вяжем изнаночными. Далее будет 4 изнаночных и 3 петли перекрещиваем в левую сторону, 2 оставляем на дополнительной спице перед работой, вяжем 1 изнаночную петлю, петли, оставленные перед работой, вяжем лицевыми скрещенными. В конце ряда 3 изнаночных. В 20 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Не забываем про изнаночные скрещенные в первой половине узора. Вот посмотрите, мы провязали 1 раппорт в ширину, 1 раппорт в высоту. Повторяя эти раппорты, мы получим вот такой замечательный узор. Я буду очень рада, если вам понравился этот узор и этот мастер-класс. Ставьте лайки, если это так. Пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. А я желаю вам здоровья, удачи, позитива
и ровных легких петелек. Пока-пока.